Доброго времени суток. Хочу записать интро для людей, которые впервые. Если вы постоянный подписчик, можете просто в тайм-кодах там перелистать. Если вы впервые, вам лучше послушать, чтобы сэкономить ваше время. Значит, если подписчиков у меня почти 400, да, то уникальных пользователей больше 8000 и просмотров больше 20 тысяч. А что эти цифры говорят для меня? Что большое количество людей приходят впервые на канал, и они сталкиваются с непониманием, что за формат вообще видео. То есть, если написано какое-то название, сборка АПК из VSL, возможно, человек может прийти и искать, что здесь будет все об этом названии. Но это не так. Я прошу обратить ваше внимание, что вот здесь вот есть часть 30 сериала по созданию мобильного приложения. Да? То есть, если вы вклиниваетесь сразу в 30-ю серию, то вы не поймете, почему Хулио ненавидит Иглесиаса, да, и почему какой-то там другой персонаж там влюблен в какую-то другую героиню, да. Поэтому, если вы приходите за конкретным решением, здесь его часто нету. Я категорически против инструкций. Да, у меня бывают какие-то исключения, что я записываю там, допустим, 10 правил гигиены, но почему я их записал? Потому что я где-то неделю работал дистанционно, самостоятельно, и не выкладывал видео, и я записал все эти правила вместе за предыдущие видео. Но что я считаю, что максимально обучает? Максимально обучает это вот живые стримы. То есть, что есть тот канал, на который вы попали, это я веду реальную разработку, и я даю возможность вам подглядывать за моей жизнью. Вот где-то вот так вот. То есть, если в одном видео есть у меня где-то 5 прикольных вещей, которые там я с чем столкнулся, что приходилось как-то разрешать, то мне необходимо для названия выбрать что-то одно и показать его. Поэтому, когда вы будете просматривать видео, с одной стороны, это видео не будет полностью об этом, и в этом видео будет больше, чем только в названии. А какой формат будет подходящим для вас, если вы его примете? То есть, если вы примете, что вот так вот стримы, видеозаписи без купюр, они действительно для вас обучающие, более ценные, чем просто инструкции, потому что инструкцию записывает человек, который разбирается, допустим, в программировании, у него настроена среда не такая, как у вас, и знания у него не такие, как у вас, он выполняет какие-то действия, и у него получается результат. А если вы хотите, чтобы у вас получился результат, вот я снимаю вот такие вот обучающие стримы видео, где вы нарабатываете вашу личную компетенцию в IT-продуктах, в создании своего IT-продукта. То есть, если вы посмотрите все видео сначала, вы сами сможете веб-кодить. То есть, вот это мой посыл, мой майндсет, моя цель, что я здесь делаю и что я стараюсь показывать. Это продолжение видео по мобильной разработке. Как лучше всего смотреть? Если вы новичок в веб-кодинге, то лучше просто взять из самого начала, просто смотреть все видео с самого начала. То есть вот просто вот брать и смотреть, я не знаю, я под еду что-нибудь смотрю, то есть 20 минут я кушаю, и вот я что-нибудь смотрю. Вот эти видео, мой канал, это не какие-то инструкции, которые можно посмотреть и побежать что-то внедрять. Это 5, 6, 7 каких-то интересных моментов в одном видео, которые показаны
невозможно все вынести в анонс, в эту картинку. Да, в описании там есть что интересное и что можно посмотреть. Но, я бы не настраивался, что вот посмотрел и все. Это вот просто как сериал. Кушаете, включили, 20 минут посмотрели, все, отложили. Приблизительно где-то вот так. А сегодня это продолжение мобильной разработки, и если вы вклиниваетесь не сначала, то я не думаю, что это правильно. То есть вам нужна какая-то предыстория, то есть какие главные герои есть, какие у них взаимоотношения, кто кого любит, кто кого ненавидит. И это все вы заходите просто в плейлист, или вы просто сканируете вот этот вот QR-код здесь и сразу переходите в нужный плейлист. Если вы с ноутбука, то плейлист и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Так, здесь листаю. Или просто вот создание гибридного мобильного приложения. То есть мы находимся вот здесь вот. Здесь сейчас 29 видео. И вот мы продолжаем вот эту серию. Я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. И вот плейлисты. И здесь вот установка и настройка окружения. Вот здесь вот есть все видео по тому, что, как, где я работаю. И вы можете у себя настроить полностью ту же самую среду. Вы можете сканировать этот QR-код, либо вот просто зайти с компьютера плейлисты и вот установка, настройка окружения для веб-кодинга. Если говорить о том, связан ли как-то я с инвестициями, то я бы, наверное, сказал, что сейчас я чуть-чуть меньше связан с инвестициями, но при этом мне нравится организовывать хакатон, и первый уже прошел. К сожалению, не так, давайте глянем, не так много стран русскоговорящих принимало участие, и мне приходилось общаться на менторских сессиях только на английском языке. Вот страны, которые были или судьи, менторы, или участники. И вот там 1, 2, 3 место по бизнес-успеху и по влиянию на мир. Если вы желаете принять участие, то, пожалуйста, переходите на сайт и заполняйте регистрацию, и переходите вот сюда вот в Discord. И переходите в соответствующий месяц для того, чтобы участвовать. Ну что, теперь к нашей разработке. Выбираю проект по разработке, и да, в этом окне подходит. И дам ему прочитать стартовый наш документ. Ctrl-Shift-C — это полностью путь. Прочитай. Создай отдельную папку для публикации и туда напиши твой вывод. Выполняя SDLC. Там сложная штука у нас написана. Я Escape нажимаю, чтобы он сразу это прочитал, потому что он долго начнет что-то там читать, еще что-то делать. Так он поймет, что делать. С какими проблемами я столкнулся? Что искусственный интеллект, они сами это назвали закон джунглей. Новый искусственный интеллект приходит, он смотрит на старый код, он его не понимает, и при конфликте он выбирает свой написанный код. Вот так вот, наверное, у нас и получилось, что отвалилось применение лупы к футеру приложения, хотя она должна применяться абсолютно везде. Да, давайте сразу надиктуем, чтобы это уже у нас было выполняемо.
Кто-то сломал работу лупы на футере, и я прошу написать тесты по TDD сразу на все элементы, которые у нас есть, текстовые, чтобы проверять, применяется лупа к ним или не применяется. Вначале пишутся тесты, потом уже делается фикс этого бага, потому что сейчас лупа не применяется к футеру приложения. Исправь это, пожалуйста. Если есть какие-то вопросы по архитектуре, задай. Если нет, то можешь сразу приступать и до результата. Так, мы переходим в Ubuntu и отпускаем его в плавание, чтобы у нас сразу все шевелилось. Так, ну интересно, посмотрим, что у нас там по подпискам. 8% всех моделей, и у нас сейчас... Ну, мы супер успеваем, то есть у нас сейчас воскресенье наступило. Да, более чем помещаемся. Мало я кодил на этой неделе. Была другая загрузка. Так, что у нас здесь? Базу прочитал полностью. Ключевой для текущего один аргумент перед стартом. Обязан говорить. Часть вывода уже разбросана по докам. Если я просто скопирую это в новую папку, получу рассинхрон, который SDLC прямо запрещает, и ревьюер блокирует, поэтому новую папку создаю хабом запуска, релиз. Да, если те файлы разбросаны везде, то я хочу, чтобы ты это собрал все в одном месте. Там, где оно было, просто нещадно удаляй. Переименовывай файлы, папки, переводи в соответствие документацию и создавай актуальный план, потому что нам надо выходить в продакшн. Занимайся ты главный по публикации в продакшене. Это то, что ему важно было узнать. Он еще не прочитал это. Я эскейпом отбиваю, чтобы ему закинуть это уже, чтобы он вначале прочел, а потом уже добивал все эти задачи. Bypass Permission, режим без остановок агентский, он дает возможности ему сразу выполнять. Сразу, как только он прочитал, он сразу будет выполнять. Поэтому мы переходим к нашему разработчику. Он все понял задачу. TDD-шка это получается в начале теста, а потом уже пишется сама логика. Я ему сказал, что вначале накатывай тесты, а потом уже фикси баг. Ну и давайте здесь переименуем, что это у нас лупа, футер плюс все элементы. Давайте вот так вот. Это у нас отзеркаливание. Mirror mob, чтобы мы помнили. Я разбрасывал периодически в разные окна, но потом пришел к выводу, что так вот мне в одном удобнее это все. Я что, крашнул? Печалька. Да. Снимать блок и разрабатывать. Это медленнее, чем просто разрабатывать. Показывался. Так, CD, меня, клауды. Наглядно сейчас вам покажу, как я разработал защиту от крашей. LSMD. Ну, то есть моя никакая работа не потеряна благодаря тому SDLC, который я создал. И я сейчас наглядно покажу, как я это все решил.
найди, какой work 3 есть, где начата работа и где есть чек-лист. Есть ли там чек-лист, что я поручил делать и выполнять. Вот, то есть они создают свои рабочие деревья. И в этих рабочих деревьях они записывают в начале стрессоустойчивость от краша. У меня ноутбук периодически показывает характер и крашится, поэтому мне пришлось построить SDLC таким образом, что мы с ним все обсуждаем. И перед тем, как он начнет что-то делать, он создает чек-лист того, о чем мы договорились, и он работает в своем рабочем дереве, то есть он создает отдельную папку с полностью всей структурой проекта. Так вот я изолировал отдельных ишек, чтобы они не конфликтовали за коммиты и за разработку. И вот мне, грубо говоря, не страшно то, что я крашнул терминал, потому что мы сейчас вот просто подхватим эту работу. И проверим, насколько у меня действительно это все отлажено или, может быть, все сломалось. Но я надеюсь, что все отлажено. Хорошо, пока он здесь разбирается и ждет, что мне ответить, мы смотрим... Вот видите, он подтверждает, что теперь по SDLC первым делом TZ-Doc антикраш якорь. Да, вот то, что я вам только что сказал. Так. Долго. А ты написал очень много. Если у тебя есть вопросы, задай их до 50 слов. Если у тебя вопросов нету, то у меня тогда вопрос к тебе, сделал или нет. И если сделал, то смерджил или нет. Они пишут много всего. А он еще выполняет. Хорошо. То есть здесь работа ведется. Он приводит всю документацию в порядок. И делает commit-push, что, в принципе, достаточно сложно. То есть нужно пройти искусственный интеллект ревьюер локально, пройти все тесты, что ничего не упало. Тесты идут достаточно долго. То же самое пройти на CI-ке, на GitHub, смерджиться. Ну, то есть это, я не знаю, у меня из-за того, что они все стирали, между собой боролись и воевали, то мне пришлось поставить кучу ограждений и структурировать, направить, канализировать от слова канал работу яишек, чтобы они не могли ни вправо, ни влево. Вот. Но теперь разработка длинная. Но зато повышается шанс, что они не испортят то, что было сделано, потому что уже большой проект в моих масштабах. Понятно, что большие корпорации, для них это вообще ничего. Но когда я управлял разработкой 2 разработчиков, 1 дизайнера и 1 тимлида, то вот такую задачу, которую я делаю за час здесь, с искусственным интеллектом, в одном терминале, ребята команда делала неделю. То есть, грубо говоря, когда я запускаю 6 терминалов, то я за 1 час получаю результат 6 недель работы 4 людей. Вот такие вот у нас научно-технические новшества и революции, инновации. Революция, фактически научно-техническая революция. Так, work 3 меня, ВП, Perm авто, ветка уже влита. Где началась работа, где чек-лист, future perm verify on time restart, future perm home permissions, one time not ready. Что ты получил и что осталось? Пройдено. Баги дашборд, one time не зеленее, частично препромпт вживую подтвержден.
Где есть рабочее дерево по лупе, которая должна приближать для людей со слабым зрением, и по ошибке футера? Может быть, у меня был какой-то еще краш, и остались какие-то не смердженные рабочие деревья, потому что после того, как они работают, в конце они обязаны удалять рабочее дерево, в котором они работали. И если остались какие-то, то, значит, действительно был краш какой-то. Так, пока он разбирается, мы переходим сюда. Он переписывает всю документацию, так что мне это можно отменить, то, что я написал. Он просто занимается по SDLC, перечитывает всю документацию и выполняет мою задачу. Мы вот так вот встанем в конец, чтобы он постоянно новое и новое нам показывал. Так, здесь мы... лупа, футер, плюс тут получается мои горячие клавиши перекрываются терминалом. Элементы. Может, я так и закрыл случайно. Так, давайте глянем на наше приложение, что там. Так, что там не так. Где у нас? У нас отзеркаливание тоже ушло. Так, лупу это мы поймали. Settings. Здесь вроде бы все применяется. Давайте донизу глянем. По файлам что у нас тут? Вроде бы применяется. Bug report это применяется или нет? Да, применяется вроде бы. Да, более крупненькие. Некрасивая верстка, но более крупненькая все становится. Я бы сказал, что иконки не увеличиваются. Кнопка формы контакта в прижатый футер, кнопка Warning Model, Bug Report Digital в прижатый футер. Что-то не то. Разобрался, отвечая по обоим, и сразу главное, отдельного рабочего дерева в 3 сейчас нет, ни по лупе, ни по футеру. Хорошо. Стрессоустойчивость не прошло, или я его крашнул до того, как он создал отдельный Work 3. Что у меня не так в приложении сейчас? Мне не нравится, что лупа не перестала применяться к футеру. Это явный баг. Его нужно поправить, и причем начать нужно с TDD. То есть каждый элемент, который должен увеличиваться, мы должны поставить на тестирование, увеличивается он или нет, и прогонять и локально, и в CI, которая у нас в GitHub. Кроме этого, я еще хочу сказать, что в контактах есть такие элементы, как мелкие элементы, как редактировать, стереть, замочек и языки, и при нажатии лупы они остаются такого же размера, то есть они не увеличиваются. Я бы сказал, что они тоже должны увеличиваться в размере.
Причем, если элементы, мы говорим об элементах, то я хочу не только, чтобы они там увеличивались, но и везде по приложению. То есть вот если я захожу в файлы, то мусорное ведро, да, корзина, оно тоже переиспользуется как в контактах, так и в файлах. И иконки в settings, они тоже остаются стабильными, они не увеличиваются в размере, вроде бы, или увеличиваются. Мне сложно на глаз оценить. Вроде бы где-то они увеличиваются, а где-то нет. В общем, проверь, чтобы они тоже увеличивались. Напиши в начале теста, а потом закодь, чтобы это все так было. И на главное тоже к иконкам, ну, допустим, X не увеличивается, да, что permission не выдан. И зеленая галочка, она тоже не увеличивается. И иконки слева, которые к каждому из видов, тоже не увеличиваются, должны увеличиваться. Вот, сделай, пожалуйста. Вот такая длинная сессия, которую я написал. Если бы я пользовался какими-то другими инструментами, то я бы сейчас вечность ждал, пока они распознают такое вот полотно. Почему? Ну, то есть Handy, как я понял, триггер, как у него срабатывает, он начинает распознавание, он пишет аудио и начинает распознавание только после того, как я нажал, что это конец. Он загружает файл, он парсится и разбивается на слова. Слова проверяются искусственным интеллектом и вставляется через копировать, вставить текст. Мне кажется, что GPT более умно это делает. Мне кажется, что она либо больше у него ресурсов, либо он уже распознает в процессе. Это более правильная архитектура по распознаванию речи, которая реализована. А здесь я хочу, чтобы он лупой, футером занимался, плюс все элементы проверил и вот эти вот еще иконки. И мы возвращаемся сюда, жду результат пуша. Вот, то есть это, ну, достаточно сложненько у нас стало все. То есть мы переходим в наш проект. Pull request. То есть он даже еще не спушил. Это идет проверка на уровне пуша. То есть там прогоняются все тесты, виртуальные jest-тесты, проверка искусственным интеллектом, и только потом он сможет запушить, и потом уже будет мерджить через PR. Хорошо, он здесь занимается. Давайте глянем наш сайт.